Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От чего вы скоро избавитесь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. В вашей жизни был такой период, о котором вам бы не хотелось вспоминать. У кого-то сейчас этот период может продолжаться. Давайте посмотрим, с чем это связано. Это связано с обманом, это связано с женщиной, любящей деньги, красивую жизнь, но с которой все закончилось. Вот этот период вам однозначно не хочется вспоминать, потому что, знаете, вот как бы вы ни старались это забыть, все равно периодически воспоминания, конечно же, поглощают вас. Но вы стараетесь все-таки отгонять эти все мысли, потому что слишком болезненный этап был. Это такая была болезненная ваша история любви, о котором вы хотите забыть, как кошмарный сон. Напишите в комментариях, есть ли такой момент. Хотя, смотрите, у некоторых из вас еще проигрывается ситуация, когда есть еще какая-то надежда, да, вот давайте уточним, надежда на примирение. Вот посмотрите, очень четко показано, да, и снова у нас дама Пентаклей выпала, королева наша, да, Пентаклей. У некоторых есть надежда на то, что, а может быть, сделать шаг и помириться. Вот есть. Даже мысли могут быть, что выждать какой-то период и помириться. Ребят, не получится. Вот сразу говорю, человек лживый, человек опасный, человек, который, однозначно не принесет вам счастья в дальнейшей вашей жизни. Абсолютно. Далее, смотрите, у вас слишком много мечевых карт выпало, да, довольно редко так выпадает. О чем это говорит? О том, что в вашей жизни, во-первых, то, что вы, особенно это последнее время, да, может быть, у кого-то после вот этого расставания, слишком много вы именно анализируете, думаете, да, вот раньше вы жили душой, сердцем, да, более расчетливый стали, более продуманный, больше включаете логику, аналитику, да, это всего касается, просто чтобы себя обезопасить, чтобы, даже это бизнеса, может работы касаться, чтобы не было кидалова какого-то от соперников, от конкурентов, от компаньонов, как угодно, да. Слишком много холодных энергий в вашей жизни. Нет радости, нет стимула что-то делать, да. Вот этот логический, холодный такой расчет, подход в жизни. Знаете, вот у меня почему-то такая мысль, вот хочется сказать, хочется ваше сердечко вот отогреть, обогреть. Очень сильно не хватает любви. Я как-то ставила так в шутку диагноз «острая нехватка любви». Вот это про вас сейчас. Несмотря на то, что вы очень пробивной человек, вы привыкли вообще своего добиваться. И это касается всего. На работе добиваться, может быть, должности, там, либо же в делах, в бизнесе чего-то добиваться. Точно так вы, женщины, добиваетесь. Вот если вам понравится в жизни какая-то женщина, вы не успокоитесь, пока вы ее не завоюете, пока она не станет вашей. Очень такая у вас пробивная жилка есть, да. Далее. Теперь еще хочу сейчас разобраться. Вот мне не очень нравится, присутствуют в вашей жизни страхи. Кстати, у вас был момент, когда, это скорее я связываю с вашей женщиной, здесь был соперник. У кого-то даже может проиграться, что вы либо знали этого соперника, либо же могло там дойти до рукоприкладства именно с соперником. Либо же почти до того дошло. То есть здесь могут быть такие еще моменты. Страхи, страхи, страхи. С чем связано? Посмотрите, у вас 100%. У вас идет сейчас проблема с женщинами. Проблема в каком плане? У кого-то это могут даже проигрываться, я скажу, поскольку все взрослые люди, да, могут проигрываться даже
половые, так скажем, дисфункции. По-простому, если кто не знает, ну то есть это могут быть проблемы с потенцией, да, как раз после вашего разрыва. Из-за этого вы, ну, не очень спешите встретиться с новой женщиной, так скажем, познакомиться, может быть, да. Здесь могут проигрываться такие психосоматические проблемы. Именно довольно частое такое явление, когда приобретенная импотенция. То, что мы думаем, то, что у нас в голове, да, вот у мужчин, особенно таких вот психологически травмированных, очень часто отражается и на вашем вот этом вот аппарате, так скажем, да. Сейчас говорю абсолютно серьезно, очень так подбираю слова, чтобы это культурно, деликатно, никого не обидеть. Вы знаете, что я очень деликатный человек, тем более такая тонкие такие моменты. Смотрите, здесь может еще проигрываться момент, когда при расставании женщина вам могла наговорить кучу гадостей, как-то унизить, оскорбить, вот именно касательно ниже пояса. Я уже как-то рассказывала в своих видео, кто меня смотрел, знает. Бывают моменты, когда женщина назло перед разрывом, перед разводом, назло начинает говорить гадости именно вот касательно половой сферы, да, касательно постели. Ты такой-сякой, да, ты никакой любовник, и размер у тебя не такой, ты ничего не умеешь, да, вот, ну, в таком ключе, кучу гадостей говорить. У мужчины это все откладывается, причем откладывается глубоко в подсознание. Некоторые могут до конца жизни потом страдать реально проблемами либо с потенцией, у кого-то вообще импотенция, кто-то боится женщин, да, потому что вот в голове сидит вот эта вот мысль, что у тебя не так, ты не умеешь, да, и мужчины потом боятся просто даже, ну, спать с женщинами. Я не говорю, что это про всех, да, ни в коем случае, просто это общий расклад. Но я знаю, что среди вас есть такие моменты, вот есть. Есть именно страх, есть страх спать с новой женщиной. Это может быть подсознательно, причем, я думаю, вы отвергаете, вот даже у кого есть сейчас такие моменты, я думаю, вы скорее сознательно вы будете сейчас отвергать эту мою мысль и говорить, что да нет, это неправда, нет. Но хотя глубоко в душе вы понимаете, что я права, есть такой момент именно психологический. Потому что психология, она очень сильно влияет, наши мысли влияют и на все, что находится у вас ниже пояса. Почему мужчины, как говорят, да, с одной женщиной может спать, с другой, ну, как говорится, у меня не стоит на нее, да. Вот это из той оперы. Просто здесь нужно, у кого вот есть такая проблема, обратитесь либо к психологу, к психотерапевту, но здесь нужно решать. Вот именно это связано с разрывом. Почему я вам и говорю. Здесь страхи. Смотрите, помимо страха вот именно перед новыми отношениями, да, спать с женщиной, есть страх того, что женщина снова будет корыстной. Страх, опасение, как угодно называйте, да, чтобы никто не обижался. Вот опасение, хорошо, если вам так больше нравится, будем так называть. Опасение то, что женщина снова может разбить сердце, что вы влюбитесь, а она снова окажется корыстной, разобьет ваше сердце и так далее. Вы, на самом деле, вы очень сильно хотите новой любви, но вы боитесь. Вот ваши страхи. Вот я сейчас разобрала коротко, да, объяснила уже даже психологически, из-за чего у вас могут быть проблемы. Очень много холода, очень много опасений, много страхов, много комплексов. А любви-то хочется. Вот хочется, чтобы прям, ну, влюбиться по самое не могу, чтобы пар из ушей шел, хочется влюбиться. Но боюсь. Поэтому, ребята, объяснила уже на пальцах просто. Думаю, все поняли, о чем я говорю. Если есть такие моменты, к специалистам не то что идти, а бежать. Потому что время идет, часики тикают. И нужно устраивать свою личную жизнь, чтобы это не было уже поздно. Знаете, как сидел, ждал, а тут уже пришла пенсия, да? Пришел почтальон с пенсией. Итак, давайте будем смотреть далее. От чего же вы избавитесь?
Смотрите, вы избавитесь для начала, да, вот постараюсь разные версии вот проговорить, потому что вас много, расклад общий. Значит, прежде всего, чуть попозже у вас будет этап, когда, ну, назовем его просветление. Вот эти вот ваши такие мечевые энергии, они потеплеют, да. В вашу жизнь придет, помимо того, что придет новая любовь, да, мы сильно углубляться не будем. С приходом новой женщины в вашу жизнь поменяются вообще и ваши мысли, ваше какое-то восприятие, мировоззрение. Хотя, опять же, будете очень осторожничать, очень сильно, возможно, долго сомневаться, но вот эти ваши негативные мысли, страхи, подозрения, они вот под действием вот этой вот новой вашей зазнобы, новой женщины, они будут потихоньку уходить из вашей жизни. Причем даже, знаете, повысится какая-то вот ваша, то ли это мотивация, да, вот именно с новыми отношениями. Я не буду углубляться, какая женщина, сегодня немножко про другой расклад, да, я буду в общих чертах рассказывать. Эта женщина станет вашим новым мотиватором. У вас проснется такой, знаете, азарт, адреналин начнет выделяться, ну, то есть, знаете, когда хочется жить. Вот такое желание жить, потому что, ну, последнее время, возможно, даже не было такого особо желания, мотивации не было. Для кого жить, для чего зарабатывать. У вас появится азарт даже больше заработать деньги. Потому что вы прекрасно понимаете, новые отношения, тем более, если это новая семья, да, это нужно вкладываться, это нужно, ну, элементарно там цветы купить, в кафе сводить и так далее. Я уже не говорю про то, чтобы семью содержать, да, и быть реально добытчиком. То есть уходит постепенно, очень постепенно уйдет ваш такой негативный настрой. Причем какой-то период вы еще будете, вот, ну, наверное, дольше всего вы будете опасаться, чтобы женщина в вашей жизни не была корыстной. Это такой большой страх, который будет, ну, длительное время. Даже когда вы будете в отношениях, все равно этот пунктик, этот тараканчик будет сидеть в голове. Конечно, нужно его так вытравить, тараканчик этот. Но это все будет очень постепенно, очень медленно. Поэтому мотивация появится и для зарабатывания, да. Вот уйдут, ну это слава богу, конечно, уйдут ваши такие негативные, черные мысли, да. И самое главное, это уйдет ваше одиночество. Вот с приходом новой женщины это уйдет одиночество. Да, посмотрите. Как раз вот именно с этой женщиной появится совершенно новый жизненный этап, начнется совершенно новый жизненный этап. Эта женщина может стать вашей женой, эта женщина может стать матерью ваших детей, если вы того хотите, да, потому что общий расклад помним. Причем, смотрите, у кого были финансовые проблемы, еще такой момент проговорю, здесь появится работа, причем работа, ну, довольно неплохо оплачиваемая. Причем вот с появлением вот этих вот денежек, да, вот, ну, на новой работе, либо же это будет повышение зарплаты, у кого-то это повышение в должности может проиграться. Вы будете даже больше помогать, кто-то детям своим, да, от прежних браков. Сможете большую сумму давать. Кто-то родителям сможет больше помогать, да. То есть вы вот станете как-то даже более щедрым, что ли, да. Если раньше вот вы, может быть, там экономили, там как-то так очень скрупулезно к деньгам относились, то здесь вот как раз даже финансовый момент, он уйдет. Так, что еще нам скажут карты? От чего вы еще избавитесь? Смотрите, ну это в принципе, это похоже уже то, что я говорила, да. Вот эти ваши подозрения, опасения по поводу женщин, да, они постепенно будут уходить. Хотя среди вас, конечно же, есть такие люди,
которые, ну, будут нуждаться в помощи специалиста. Это особенно я сейчас обращаюсь, у кого может быть затяжная депрессия, у кого, ну, совершенно нулевая мотивация сейчас, то вам нужно будет показаться к специалисту. Прежде чем вы начнете новые отношения, да, я сейчас именно говорю о тех, у кого сейчас глубокая депрессия. Потому что вы не сможете, конечно же, ни в отношения войти, ни во что вообще, ни работу поменять, ничего, если у вас будет глубокая депрессия. То есть это пофигизм полный. Вы прекрасно понимаете, что такое депрессия. Поэтому здесь будет не до женщин, ни до чего. Прежде всего, вот вам нужно будет избавиться от вот этих вот психических, ваших психических, да, психиатрических, может быть, у кого-то проблем. Потому что, ну, то, что неврозы у вас у многих, ну, это я даже не озвучиваю, это и так понятно. У каждого свои проблемы, у каждого свои болячки. Смотрите, как только вы поработаете, я сейчас опять же говорю о тех, у кого депрессия, особенно кто недавно вот разошелся, как только вы избавитесь от своих вот этих вот внутренних проблем с помощью врача, там, психотерапевта, психолога, да, вы взглянете немножко другими глазами на мир. У вас поменяется восприятие, у вас поменяются какие-то жизненные ценности, вы расставите по-другому приоритеты, вы начнете жить больше для себя, что ли, да? Вот вы начнете ценить каждый миг жизни. Вы уже, ну, когда подлечитесь, так скажем, да, после депрессии, вы начнете обращать внимание даже на то, как, ну, я не знаю, как солнышко светит, да, как птички поют, вот в таком плане. Вы начнете ценить жизнь, вы начнете дорожить каждой минутой. То есть вот это депрессивное ваше состояние уйдет, и тогда вы сможете, конечно же, и знакомиться, тогда вы сможете вступать в новые отношения. Вам захочется новых отношений, но это только после излечения от депрессии. Да, это длительный этап. Да, это и дорогостоящий этап, но оно того стоит, поверьте. Потому что если вы депрессию будете запускать, это уже будет печалька совсем. Я сейчас, вот почему я остановилась, да, ну, потому что это довольно такой серьезный вопрос. Если вы депрессию затянете, запустите, но здесь без больницы тогда уж не обойтись. И тогда реально там и по полгода пьются лекарства, да, и до года, может быть, кто-то пьет, там разные абсолютно графики вот приема есть лекарств. Но это довольно сложное длительное лечение, поэтому это не шуточки. И тогда в вашей жизни, вот, знаете, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, как в песне. Поэтому, ребятушки, в принципе, довольно неплохо, довольно такая позитивная карта. Единственное, что вот у кого депрессняк, глубокий депрессняк, бегом к врачу. Новая женщина придет, ваша таблетка от одиночества придет, уйдет одиночество, да, уйдет безденежье, у кого оно есть. Уйдут сомнения, но опять же помним, что это будет все очень постепенно. Не нужно торопить события. Вообще в любом деле, да, в любой сфере не нужно торопить события. Да, вот все идет своим чередом. Понятно, что некоторые спешат жить, вот хочется, да. Ну вот не нужно торопить события, потому что то состояние, в котором либо вы сейчас пребываете, либо которое вы пережили, но отголоски еще остались. Ну, поверьте, после этого состояния не нужно торопить события. Очень постепенно, да, и будет и знакомство, и все будет, но вы войдете очень спокойно, гармонично и в новые отношения, да, и в новые какие-то знакомства, в новые общения. У вас будет постепенно меняться жизнь. Вообще, после таких вот психотравмы, они... Ну, они, знаете, помимо того, что они оставляют глубокий след любому человеку, но они никак не могут заставить вас быстро действовать, да, так скажем. Человек, который пережил травму, будет, конечно же, очень осторожно сюда и знакомиться, и действовать. Все будет постепенно. Поэтому настрой на позитив.
настрой на то, что, конечно же, это будет какой-то, может быть, даже длительный этап избавления от негативных мыслей, да. Это на самом деле не так все легко и просто, да, это можно быстро, легко рассказать, но это большая ваша внутренняя работа. Это во многом зависит от вас, от вашего мировосприятия, от того, в конце концов, даже какие вы книжки читаете, что вы думаете, чтобы ничего о прошлом вам не напоминало. Особенно у кого сейчас острый период, да, вот я уже как-то рассказывала. Не нужно пересматривать фотографии бывшей, не нужно читать переписки, ходить к ней там на страничку, ходить в те места гулять, где вы когда-то с ней гуляли. То есть никаких напоминаний, и тогда вы сами себе поможете и забыть ее, и ну немножко оно поуляжется все, да, вот эти все чувства, да, чем меньше вы думаете о человеке, тем меньше вы к ней привязываетесь. И наоборот, чем больше вы будете думать о бывшей, тем больше вы на нее подсаживаетесь. Это как своего рода зависимость. Поэтому вот так вот, ребят, вы сами себе в какой-то мере, вот вы лекари. Вы лекари, поэтому если хотите забыть бывшую, вот, ну, прислушайтесь, я бы вам рекомендовала. Не вспоминайте, сознательно мысли переключайте, да, думайте о чем-то другом. Вот вспомнили ее, сразу же переключились на работу, на детей, куда угодно. Сознательно мысли переключайте. И постепенно, конечно же, кому-то не без помощи специалистов, но станет намного легче. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!